Сегодня очередной выпуск новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе за последнюю неделю. Команда Никиты Михалкова продолжает активно расширять свою деятельность по борьбе с преступностью и коррупцией. Только за последнюю неделю было открыто 4 новых филиала антикоррупционного комитета. Данное событие произошло в следующих городах Российской Федерации: Кострома, Стерлитамак, Нижнекамск и Таганрог. Теперь на данный момент в России работают 90 филиалов Организации по борьбе с преступностью и коррупцией. Более того, изменились правила приема в антикоррупционный комитет. Отныне любой гражданин Российской Федерации может стать членом филиала антикоррупционного комитета своего города. Для этого достаточно отправить письмо на электронную почту, отправить заявку и заполнить необходимую анкету. В связи с этим глава антикоррупционного комитета Никита Михалков заявил, что для полной победы над преступностью и коррупцией очень важно объединение людей, и для этого создаются филиалы антикоррупционных комитетов. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым, министром обороны Андреем Белоусовым и товарищем Бастрыкиным продолжает аресты преступных элементов российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Только за последние несколько дней были арестованы еще 10 депутатов Госдумы, включая таких известных публичных личностей, как депутатов Сергея Бондаренко, Николая Жукова и Дениса Скворцова. Причина ареста – незаконное ведение коммерческой деятельности на территории Российской Федерации. Отметим, что несколькими днями ранее были арестованы депутаты, известный боксер Николай Валуев и питерский бизнесмен Сергей Сковородников за незаконное ведение коммерческого бизнеса в Санкт-Петербурге, связанного с электросамокатами. Прошлой ночью при попытке незаконного пересечения границы Российской Федерации были задержаны известная певица Лайма Вайкуле, ее музыкальный директор и 4 охранников. Стало известно, что Лайма Вайкуле хотела попасть на территорию Российской Федерации в связи со своим коммерческим бизнесом, который недавно был арестован и конфискован антикоррупционным комитетом. Напомним, что у известной певицы были арестованы сеть ресторанов и парикмахерских, а также крупные финансовые счета на территории России и ближнего зарубежья. На данный момент Лайма Вайкуле со своими товарищами находится на таможне до полного расследования обстоятельств дела. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает печальные новости о заместителе организации министра обороны Российской Федерации Андрее Белоусове. Чрезвычайное событие произошло вчера вечером при входе в подъезд дома, где проживает министр обороны Российской Федерации. Андрей Ремович принципиально не пользуется услугами охраны и всегда в подъезд дома заходит один. Андрей Белоусов в молодости занимался вольной борьбой и является мастером спорта по боксу. Однако на этот раз произошло чрезвычайное событие. Видеокамеры дома зафиксировали, как в момент входа в подъезд на Андрея Белоусова совершают нападение 3 неизвестных преступника. Андрей Белоусов оказал достойное сопротивление и смог обезвредить 2 хулиганов. Однако третий нанес травму министру обороны Российской Федерации. На счастье, охрана Белоусова смогла среагировать своевременно. Она вовремя вернулась обратно и смогла обезвредить преступников. На данный момент выясняются личности нападавших. К слову сказать, что после недавних событий и вступления Андрея Белоусова в антикоррупционный комитет министра обороны Российской Федерации в народе называют народным генералом. Ну а после вчерашнего происшествия некоторые в шутку и вовсе называют министра обороны Российской Федерации Андреем Рембовичем Белоусовым по имени известного киногероя боевиков по имени Рэмбо. Стало известно, что Андрей Белоусов, несмотря на полученную травму, не стал брать больничный и вышел на работу в антикоррупционный комитет и на свою государственную должность.
Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько недель назад в жизни Андрея Белоусова произошла страшная семейная драма. Его родной сын героически погиб во время спецоперации. Сотрудники антикоррупционного комитета и прокуратура Российской Федерации потребовали 14 лет колонии для известного журналиста по фамилии Гордон. Антикоррупционный комитет потребовал внести данного журналиста в список инагентов за фейки, которые он распространяет в социальных сетях о вооруженных силах Российской Федерации. Помимо этого, вину журналиста подтверждают результаты экспертиз, осмотр видеоматериалов и показания 3 свидетелей. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает печальную новость о известном артисте и члене организации Игоре Скляре. Пропала родная дочь Игоря Борисовича Скляра, молодая российская артистка Елизавета Скляр. Она отправилась несколько дней назад вместе со своим театром на гастроли в город Сочи. Последний раз дочь Игоря Скляра видели на городском пляже данного города. На данный момент ведутся поиски дочери известного артиста и члена антикоррупционного комитета. Большая трагедия в рядах организации по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым. 2 дня назад при въезде в город Саратов, куда сотрудники антикоррупционного комитета направлялись с проверкой, трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии член организации и внук легендарного советского актера Евгения Леонова Николай Леонов. 30-летний Николай Леонов – молодой российский артист и бывший участник спецоперации. Отработал в антикоррупционном комитете 2 недели и погиб при весьма странных и загадочных обстоятельствах. Стало известно, что за несколько минут до трагического дорожно-транспортного происшествия Николай Леонов заезжал в автосервис, где ему проводили плановый осмотр автомобиля. Однако спустя уже несколько минут член антикоррупционного комитета попадает в аварию. По данным следствия, автомобиль Николая Леонова ушел в кювет, и российский артист погиб на месте до приезда скорой помощи. На данный момент на месте происшествия проводится следственная проверка. По неизвестной причине из автомобиля Николая Леонова пропали все документы, и внука известного актера и члена антикоррупционного комитета долгое время не могли опознать. В итоге героический сотрудник антикоррупционного комитета был обнаружен в морге города Саратова, куда прибыли его товарищи по организации. Нелегкую миссию опознания члена антикоррупционного комитета провели его отец Андрей Леонов и члены организации известные артисты Александр Розенбаум и Евгений Сидихин. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова создал на территории Российской Федерации 5 бесплатных клубов знакомств и общения для пенсионеров. Теперь жители городов Владивостока, Самары, Челябинска, Уфы и Саранска могут значительно разнообразить свой досуг. Теперь люди почтенного возраста, находясь в данных заведениях, могут заказать себе бесплатный ужин, поиграть в настольные игры, такие как шашки, шахматы, бильярд, посмотреть старые советские легендарные фильмы, освоить азы компьютерной техники и пообщаться друг с другом. Все услуги данных заведений будут абсолютно бесплатны. Глава антикоррупционного комитета сообщает, что если данное заведение придется по вкусу жителям Российской Федерации, то подобные заведения будут создаваться и в других городах. Новости культуры. Известные российские актеры Алексей Нилов, Сергей Селин, Юрий Кузнецов и Михаил Трухин вновь объединяются. Этой осенью они встретятся на съемочной площадке для продолжения съемок легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей». Сегодня свой день рождения празднуют 2 известных актера – Константин Райкин и Дмитрий Певцов. Константину Райкину исполняется 74 года, а Дмитрию Певцову 61.
Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.